Привет, друг. Сегодня поговорим про данные. Что такое данные вообще и всякие такие вещи? Ну, я даже пиджак одел, потому что про данные, ну, так просто не поговоришь. Что такое данные, да? Ну, нам в целом говорят, что там, ну, ребята в чатах часто спрашивают, а как сделать там архитектуру, сервисы и прочее. И я вот как-то сидел, думал, а как про микросервисы так рассказать, и про сервисы, и вообще, и такой, блин, ну это же все о данных, да, то есть мы данные берем, это как там, типа, вот взяли вот отсюда, что-то туда передали. Но в большом счету, если очень грубо посмотреть, то данные это всегда строка, да, то есть мы передаем строки, и неважно каким каналом, каким способом, но это просто строка. И вот вопрос, как мы передаем строку, там что-то преобразуем, получаем, как с этим всем взаимодействовать и пользоваться, и какие есть варианты. Я вообще посидел, поковырялся в носу и подумал, что про данные я могу что-то рассказать. Заодно плавно перейти к теме микросервисов, и про микросервисы будет следующее видео, где мы немножко разберем не то что микросервисы, а в целом, как строить микросервис, бла-бла-бла, микрофронтенд и все такое. Почему? Потому что мне кажется, что это очень важно. На сегодняшний день мало кто будет нанимать нормальных разработчиков, делать там просто, ой, давайте мы там сайтик на WordPress заполним контентом. Так вы контент-менеджер, вы не разработчик. А разработчики занимаются созданием именно приложений, где много данных, они что-то куда-то ходят между сервисами, сервис-то-сервис, между сервисами и клиентами. Вот у нас сервер, клиент. И есть еще всякие взаимодействия, когда у нас есть какая-то комбинация, да, то есть сервис-то-сервис, потом фронтенд, потом где-то там мобильное устройство, потом еще какая-то третья точка, вот, плюс у нас еще там сложности могут быть. То есть, по сути, весь интернет — это движение данных. Если вы погуглите аналитику, вот я ее не погуглил, поленился, но если вы погуглите аналитику, то узнаете, что весь интернет, вот это вот все, за что мы платим денежки, в целом, в основном там общаются роботы, да, там люди вот в этом трафике вот вообще чуть занимают. И то в основном, ну, где-то какая-то часть трафика — это какие-то спам-боты, которые спамят какими-то там имейлами, вот этой всякой ерундой, рассылкой, какая-то автоматизация. Это где-то 80% всего трафика. Ну и вот 20% это мы. Так что технический интернет — это 80% каких-то данных, которые куда-то летают и что-то там делают. И вот это вот IT-бизнес. Ну, в общем, давайте... Все, погнали. Вот у нас есть данные, вот они у меня на слайдах, full screen. Бум. Что такое данные? Погнали. Пиу. Передача данных — это всегда какая-то сеть, да, то есть вы можете погуглить, ну, в интернете очень много информации, которая называется как там система передачи, топология сетей. Это то, чему обычно учат в университетах наших СНГшных на курсе сети, да, но на сегодняшний момент знание сетей вам особо какого-то преимущества не даст, потому что вы на низком уровне там, а как работает Wi-Fi, а как там у нас там пакетик идет, а как у нас там прозвон идет через IP, а как вообще сеть строит маршрутизацию. То есть вам эти данные, знания пригодятся в том случае, если вы реально будете взаимодействовать с какой-то хардваркой. Вот у вас реально задача будет стоять к Wi-Fi, то что подключиться, передать, ой, я там делаю умный дом, мне надо там low energy Bluetooth. Вот, только там, да. Если мы этим не занимаемся, строим веб-сайт, то как там сети построены, с большего значения не имеет. Но опять же, если я еще видел, есть такие задачи, как построение там своего облака, тогда прям все узнаете, как там все работает под капотом. Самое главное, вопрос, да, мы как хотим данные отдать? Мы хотим вот так вот в мячик сжать и кинуть там в кого-то, типа, держи данных. И нам все равно, получит он этот мячик, не получит. Знаете, как человек ловит мяч, такой, типа, ау, не словил. Вот, если нам все равно, долетит или нет, то есть всякие проблемы. Вот, у нас самая проблема — это то, что данные, когда гуляют по интернету, по сети, они могут потеряться. Где-то какой-то сбой пошел, где-то какая-то задержка. Знаете, как, типа, вы отправляли в Телеграме там сообщение, и у вас там что-то не улетело, да? Вот, чтобы мы могли еще раз отправить. Ну, короче, очень много вещей создано для того, чтобы гарантировать вам доставку данных. Вот. И также, ну, пока мы идем по сети, наши данные летят, какие-то
байты данных, байты информации, они могут исказиться. Кто-то мог в серединку влезть и что-то туда дописать. И нам надо быть уверенным, так, это те же данные, которые в самом начале мы отправили, и вот это же они, или это ли другие данные, или это данные вообще какого-то третьего чувака, они там к нам прилетели почему-то. Вот, тут вот, много всяких нюансов построено здесь. Это и и сертификаты, которые мы HTTPS подключаем, и другие способы. То есть есть много атак, вы можете про это почитать, man in the middle, когда там есть кто-то, который посередине слушает. Это часто видно в метро, когда вы через какую-нибудь публичную сеть пользуетесь, метро, магазины, еще прочее, и вам могут начать ваш трафик прослушивать, и так далее, и узнавать про вас информацию, ваши маркеры и так далее. Есть даже способы слежения за людьми, например, вы открываете публичную сеть с каким-то популярным названием и прослушиваете всех, кто там проходит мимо, да, то есть вы идете, и так или иначе устройство делает прозвон всех Wi-Fi точек, если Wi-Fi постоянно включен. В айфонах, если вы замечали, Wi-Fi более-менее постоянно включен. В андроиде люди зачастую руками выключают, чтобы типа батарея меньше садилась. Но в любом случае можно какой-то трафик посчитать для торговых сетей. Это лучше, чем вот чувак, который стоит, кнопку нажимает. То есть тут это тоже можно использовать. Вот. С Bluetooth то же самое делают. В основном в интернете, если мы говорим про интернет-технологии, то мы говорим про HTTP. HTTP это некий протокол, бла-бла-бла, но на самом деле у нас есть TCP/IP, вокруг которого все строится. И чтобы HTTP работал, нам на какой-то момент надо соединить двух людей, найти их во всем интернете, построить карту маршрутизации, соединить, и в этот момент передать какое-то сообщение, и потом все равно. Да, то есть мы прикладываем достаточно много усилий на установку, на самом деле, соединения. Оно дороже, там есть какая-то задержка, и вот это мы получаем там какие-то там условно 300 миллисекунд задержки, которые мы там имеем. Ну и хорошо, когда она там 7 или там сотня, но это опять же от сети зависит. Вот, и раньше были P2P сети, когда мы там просто друг в друга стреляли, например, у чаты, Strong Loop, если вы помните, там были в локальных сетях, были способы обмениваться по локальной сетке информацией, вот, через какие-то дополнительные штуки. Так вот, HTTP потихонечку это все вытесняет, и мы видим, что вот, P2P все еще используется для видео и звука, да, то есть если мы заходим на YouTube, смотрим ролик, то он идет уже не совсем по HTTP, он там по-другому как-то передается, вот, но так вот оно все работает, то есть есть некие способы передать трафик более эффективно, чем HTTP, то есть HTTP прям далеко не эффективный способ передачи информации в интернете, но он стал популярным, он занял какую-то нишу, он достаточно понятный, достаточно простой и везде поддерживается, вот, более-менее гарантирует доставку данных, как бы все здорово. В HTTP раньше было популярно использовать такой протокол по уже конкретно формированию данных, сообщения, для сообщений, как назывался XML. Вот. Сначала все отправляли XML-ки, если очень грубо, XML это как HTML, только сложнее, да, то есть вы можете в XML описать любую информацию древовидную, как хотите, да, то есть у вас есть базовые правила, которые позволяют описать любой документ, неважно какой, неважно какие уровни вложенности в документе, грубо говоря, что угодно, любую информацию. Вот, и мы через XML могли отправлять сообщения, и поэтому у нас есть такой популярный метод, который в основном в браузере вшит, который называется XML HTTP Request. Да, он говорил, грубо говоря, вы передаете XML по HTTP. Вот. Но со временем XML стал не такой популярный, есть тому причины, поэтому поговорим. Но вокруг XML строился swap, да, то есть это какие-то там наборы XML, правила, как куда отправлять. И на самом деле еще какое-то большое количество ПО, то есть если вы слышали про бородатые старые проекты, куда все приходят и нос воротят. Так вот, они все сделали на swap. И, я пару раз сталкивался, все еще живой, да, то есть, казалось бы, но все еще живой. Но со временем он тоже умрет. Его убивает JSON, да, что такое JSON? JavaScript объект, Object Notation, да. В чем его фишка по сравнению с XML?
Ну, на самом деле все просто. Вот, если swap, это вот у нас есть конвертик, да, у нас есть заголовочек, а в заголовочке есть боди, ну, по сути, сам месседж, который мы отправляем. Да, и мы каждый раз говорим, вот наш контракт, вот наш контент. Вот наш контракт, вот наш контент. То в JSON мы так не делаем. Ну, грубо говоря, вот, XML мы отправляем, но еще был бы в swap еще контракт, описывающий, по каким правилам это все разбирать надо. Вот, в JSON мы просто берем и засовываем А, Б и все. Да, то есть то же самое информацию, например, если мы тегами хотим передавать, мы можем через JSON передавать. Но для того, чтобы получить объект из JS, нам надо как-то распарсить, да, там надо разобрать вот этот XML, который пришел, в JS-объекты. То есть по итогу нам надо все равно из XML получить, условно говоря, JSON, чтобы потом из него получить JS. То есть есть какая-то операция, которую надо проводить. И если вы не знали, то на самом деле большинство строго типизированных языков намного быстрее, намного эффективнее работает с XML, потому что эти штуки написаны лучше и поддерживаются лучше, и работают лучше. Вот. Но если нам надо быстро какие-то документы из одного формата в другой перегонять, то зачастую это выгодно через XML сделать, вот, чем через JSON. Но популярный формат данных сейчас JSON. В чем проблема из XML? Да, то есть нам надо его распарсить, вот нам надо как-то что-то с этим делать, но мы XML можем прям работать с ним как с DOM-объектом, как с деревом. Но основная причина, почему JSON с большего убил XML, это то, что JSON на 20% легче XML. Просто данных меньше гоняем. А представьте, весь интернет меньше данных гоняет на 20%. Вот 80% роботов просто быстрее отправляют данные. То есть итого мы платим меньше денег, да. То есть если посчитать, да, где-то жмем больше ЦПУ, наши нагружаем, но какая разница, да? Пользователь платит, и ладно. Вот, ну и так далее, так далее. Так вот, что есть, кроме JSON и XML? Но на самом деле мы же можем и строкой отправлять, да, то есть если мы зайдем, например, ну, почитаем про UDP. UDP это протокол, который не TCP/IP, вот, который не гарантирует доставку сообщений. Просто мы берем реально мячик данных и кидаем в пользователя, и нам пофиг, получил он данные или нет. По UDP у нас вот многие торренты работают, многие всякие такие вещи типа видосов, да, мы просто получаем трафик, получили, не получили, да наплевать, продолжаем получать, нам поток, все, что потоковое, вот, и в интернете летит, стримы и прочее, это UDP, вот, так что, вот. И в UDP просто летит строка. То есть данные могут быть чем угодно, но строкой. То есть формат данных, если мы можем его разобрать, у нас есть логика какая-то по разбору данных, то нам все равно, что это. Так что мы, в принципе, можем бинарные данные передавать. Если вы зайдете в веб-телеграм, например, и погуглите, как внутри, как сообщения идут, что куда мы пишем, если что происходит, если вы посмотрите трафик, который гуляет в Телеграме, ну, вы увидите, что он, в принципе, бинарный, да, то есть они шифруют данные и не отправляют JSON в чистом виде, то есть JSON еще трансформируется в строку и полетел, или во что-то еще, неважно, да, JSON ли это. Может, это какая-то своя, какая-то там magic формат данных, да, вот, например, в ВК то же самое, то есть вы можете зайти в ВК и посмотреть, что они не совсем JSON гоняют, какие-то супер короткие строки, но они, опять же, они экономят на трафике. Вот представьте, у вас огромнейший сайт и там миллионы пользователей, и даже экономия еще от этих 20%, еще 20%, пускай вы ЦПУ пользователям нагружаете, вот, но вы экономите на трафике, вы прям в карман ложите реальные доллары. Вот, то почему нет? Есть такие варианты. В чем сложности с данными? Да, мы проговорили, что данные в целом это строка. Неважно какой формат, все равно это строка. И потом нам надо эту строку преобразовать в какие-то там наши языковые конструкции, чтобы продолжить с ними работать. Вот. Так вот, в чем сложность? На самом деле сложности возникают, когда мы начинаем говорить про сервисы и микросервисы. То есть, ну окей, данные там отсюда, вот сюда, чтобы потом преобразовать какой-то объект. Так а что если сервисы? Сервисы у нас это всегда большой кусок говна. Вот, это большая какая-то монолитная штука, которая решает какую-то большую-большую задачу.
А микросервисы — это много микрозадач, которые решаются как-то. Но когда мы говорим, что микросервисы, это не значит, что наша общая какашка, общая большая проблема стала лучше. Мы просто большую какашку разрезали на много маленьких какашек, которые что-то решают. То есть я бы вот так это представлял, то есть не говорил, что микросервисы лучше, чем просто один монолит. Да? То есть, но с микросервисами есть проблема. У нас есть данные везде. И нам надо данные куда-то свозить и где-то что-то проверять, да, а те ли это данные, а можешь ли ты получить доступ к этим данным, а что делать, если ты не можешь получить доступ к данным, а каким конкретно данным ты можешь получить, а точно ли ты можешь получить к этим конкретным данным в таком формате, вообще тебе разрешено по такому протоколу с нами общаться, а этот протокол поддерживается у нас на сервере, а вот тот сервис может нам ответить данными, а он всегда отвечает в таком формате. Там не будет какой-то плавающей ошибки, что вот мы всегда получали в такой форме данные, а потом он резко раз и в другой форме получает. А выдержит ли наш сервис, если такая штука произойдет? Ну, короче, тут возникает очень много вопросов, и вот эта вся штука становится очень хрупкой. То есть, чем больше мы строим систему, а наш интернет сейчас — это огромное количество всяких сервисов, с которыми разработчик как-то пытается интегрироваться и надеется, что данные, которые он получает в какой-то форме, всегда будут такими. И в какой-то момент этот сервис не изменится, и данные в другой форме не прилетят. Ошибка может быть плавающая. Я слышал про многие системы, например, банковские, что разработчики специально зашивают плавающую ошибку, чтобы их клиенты, как гоняя тесты, готовились к тому, что что-то может пойти не так с этими данными. Ну, просто ошибка плавающая специальная, да, и вроде бы так, типа, разработчики трижды подумают, потому что может произойти что угодно, вот, готовятся к войне, то есть не доверяют ничему, вот. Если что-то где-то сбойнуло, чтобы все остальное не рухнуло. Вообще, это еще называется chaos development, когда вы что-то делаете свое, это как кубик, и вокруг все враждебное, то есть у вас нет ни одного дружественного сервиса, которому вы доверяете, вот, и вы готовитесь к войне. Вот это вот про данные, на самом деле. Еще проблема. Данные надо хранить. Вот. Одно дело, когда мы так просто обсуждаем, да, у нас есть сервер, у нас есть клиент, вот как я часто смотрю ролики на ютубе какие-то там для малышей, вот, и там есть данные, сервер, и мы там что-то кидаем. А хранить-то как? Вот. Как правильно, да, в Монге, все часто слышат про Монгу, или там не в Монге, да, а в Redis, например. В in-memory или не in-memory? Документная база данных или графовая? А какие плюсы? А что мы вообще хотим получить от этих данных? А хотим ли мы эти данные потом как-то проанализировать и что-то там еще дополнительно из них построить? Будем ли мы потом нейронку по этим данным учить? А сможем ли мы эти данные переиспользовать? И так далее, и так далее. Когда мы кучу вопросов задаем, а как часто мы эти данные будем запрашивать? А мы будем запрашивать всегда вот примерно таким способом или каждый раз по-новому? А строить индексы нужно, не нужно? А искать? Да, когда мы все запросы, вообще все хотелки по нашим данным просто напишем текстом «хочу вот так», «хочу с этими данными это делать», вот это, мы уже примерно можем понять, как их хранить. Примерно, да, то есть это еще может поменяться. И с данными прям много проблем. Особенно по хранению, да, потому что мы можем хранить, а потом у нас сервер сдох, физически, да, умер, да, а мы не бэкапили. Ой, да, проблема. Еще есть проблема, что, опять же, мы не находимся в вакууме, да, даже когда мы свой маленький сайт делаем, мы уже там с почтой взаимодействуем, да, надо же пользователя зарегистрировать, ну ладно, почта, пофиг, не модно, да, с смс-ками, да, на номер телефона что-то отправляем. Ой, ладно, тоже не модно. PGP-ключи... ну, что сейчас модно? Окей, временные пароли будем отправлять, а куда? Да, будем синхронизироваться какой-нибудь через Google аутентификатор, да, будет сложная система, будем угадывать какие-то числа. Вот пользователь типа капчу вводит, и мы там угадываем, а ту ли капчу он ввел, а мог ли он ввести, и так далее. Вот, надо объединять, надо синхронизировать, да, разные источники данных, потому что правды нет нигде. И есть проблема с этим. Ладно, окей, мы создали какую-то платформу, какой-то кубик, да, там, кирпичик, которому мы доверяем. Мы говорим, окей, эти данные лежат здесь, и мы им верим. Это настоящие данные, они правильные, проверенные, галочка стоит, что проверено, сертифицировано.
Как их отображать? Окей, мы их сохранили. Отобразить-то как? На разных устройствах. На мобилке мы также отображаем, как на компе, а на телеке. А у нас есть там, не знаю, машина. В машине мы эти данные хотим отобразить. На часах, да? То есть у нас уже форма отображения данных разная. Это одни и те же данные? Или мы эти данные под каждое устройство будем по-другому отображать, по-другому готовить? Значит, нужна трансформация. Да, надо писать штуки, которые эти данные из такой формы перегонят в другую форму. Мы будем это на клиенте делать или на сервере? Сколько у нас уйдет на время? Сервер наш сильно присядет, а кэшировать мы будем или будем каждый раз каждому пользователю заново все это обрабатывать? Опять же, много вопросов, да, то есть много решений, много вопросов, нету лучшего. А еще надо фильтровать, да, вдруг мы там сразу там ему 1000 полей в таблице выгрузим или 10 000, а миллион он выдержит? А если у нас прям реально там много данных, мы там, не знаю, криптовалюту считаем, каждую маленькую транзакцию, вот, надо весь список вывести. Выведем, а пользователь сможет переварить, а мобильное устройство, а планшет, а сколько кто сможет, да, разрешим мы ли ему менять вот эту форму отображения. А еще все это должно быстро работать. И вот мы начинаем скатываться в то, что, блин, а данные это не просто. Вот, когда мы говорим про данные, вот просто такие, ну есть данные, да, вот и все, с ними что-то можно делать. То там как бы много работы. И очень много всего неопределенного, да, можно где-то на ощупь идти, так типа предполагать, у меня есть какие-то данные, и я с ними могу что-то сделать. Но что, я не знаю. Но мне говорят, что нужно вот это сделать. И когда нам вот так вот какую-то задачу ставят, что нужно с этими данными сделать вот это, то как разработчики мы должны подумать, а что еще могут они захотеть? Как мы можем эти данные так вот сделать, как-то хранить, пользоваться, фильтровать, подготавливать, готовить, чтобы если к нам придут со следующей хотелкой вокруг этих данных, чтобы мы там не умерли переделывать вообще все, вот наше хранилище, доставку, вот протоколы, HTTP, JSON, XML, там вот это вот, весь вот этот огород, чтобы мы могли как-то еще что-то им отдать из этих данных. Ну, просто данные так просто хранить бессмысленно, да? Просто там пользователь записал базу, мы там что-то записали. Мы отдали пользователю данные, все, мы отдали. Вот. Быстро еще нужно. А как быстро? А что такое быстро? Вот. Быстро это вот 3G, slow 3G, super slow 3G. То есть никто не знает, что такое быстро. Проблема. Ну и опять же, когда начинается быстро, там очень просто можно время хоронить, просто вот кладбище, да, кладбище человеческих времени и ресурсов. Вот. И это приводит нас к тому, что, окей, мы хотим быстро, качественно, нам еще надо это поддерживать, добавлять что-то новое, чтобы оно продолжало оставаться быстрым, с многим всем таким. Это приводит нас к тому, что код надо писать хорошо. Качество кода уже важно. Блин, а раньше же было неважно. Вот, мы просто говорили про данные, да, то есть мы говорили, что есть JSON, XML, что-то сложного. Вот. А еще, оказывается, код надо писать, чтобы вот это все продолжало быть быстрым, и мы еще могли работать с данными. Вот. Еще код достаточно производительный должен быть. Лишний раз там по данным не бегать. Потому что, а вдруг у нас массив вот был там 5 элементов, а потом неожиданно даже на сервере 1000 элементов. А миллион он сварит, переварит, сможет что-то сделать. Вот, начинаем задумываться. Вот, ну, короче, я всем советую с данными поработать нормально. Вот, возьмите, блин, ладаш, вот, надоели. Потому что ребятки часто спрашивают, а как мне начать карьеру, а как мне что сделать? Так с данными научись работать, друг. Вот, ну, потому что, ну, есть ладаш, вот, есть CodeWars, ну, возьми ладаш, да, посмотри вообще, что можно делать с массивами и объектами. Это уже первый шажок. Потом попробуй цепочки построить. Попробуй построить длинную цепочку. Посмотри в сторону RxJS, да, вот там о стримах, о данных, вот о каком-то там конвейере последовательности падения данных. Вот, взаимодействие, там, callback. То есть люди очень много страдают от того, что данные мы хотим много и сразу, и 2К20 уже там дипфейки, да, мы хотим там уже нейронки обучать на данных. И это все минимум. Ну, смотрите, у массива план минимум. Это вот какие-то такой. У нас есть map, фильтр, find, include, reduce. Reduce, наверное, самый такой важный, потому что через него можно все остальное почти сделать. Вот. Сам, возможно, я никогда не пользуюсь. Sort, slice, splice.
Я не рекомендую использовать сладаш, underscore или что угодно в продакшене. Вот, я прям не советую эти библиотеки не использовать, а учиться писать руками. Во-первых, это снижает порог входа всех ваших ребят, которые этим пользуются. Никто никогда не запомнит 1000 методов в ладаше, как они работают. Каждый раз прыгать из редактора в доку и смотреть, а что ж, блин, это такое, когда ты не можешь прочитать код и понять точно, что он делает, проблема. Ну, окей, слова выразительные. А мы точно понимаем, какие данные вернет та или иная функция из ладаша, с которой мы сталкиваемся иногда. Да, их там тысячи, ну не тысячи, сотни, но человек может запомнить вот примерно такой объем. Ну, хорошо, если 10, 7 запомнит, 6, 7. Вот, и их он сможет прочитать, как-то в голове переварить. А вот сотни функций из ладаша вряд ли. Ему придется постоянно смотреть доку. И поэтому я против всего такого. Лучше уже свой написать костыль, пускай еще раз повторить там map, еще раз что-то, вынести функцию с нормальным названием, которая конкретно делает то, что нужно. Это будет для вашей кодовой базы лучше, чем использовать вот эти библиотеки. Да, классно, там много хелперов, много хороших идей, так научитесь их сами писать. Это вот мой маленький хинт, которым я пользуюсь. У объекта вот вообще все просто, да, то есть мы используем create, assign, case, stringify, parse, бам. Не так много надо всего знать, да, технически вот мы весь JavaScript выучили прям за 10 минут. И это все можно отдать читать и джунам, и кому угодно, и они справятся. Поверьте мне, это намного лучше. Я не люблю использовать, например, тот же деструктор в JavaScript, лучше уже assign использовать. Потому что деструктор, опять же, тяжело прочитать и понять, а что же мы конкретно тут делаем, а это у нас массив, объект или что, просто по коду непонятно. То есть с assign понятно, у нас объект. Если массив, то у нас конкат. Все, мы уже хотя бы тут можем разделить, потому что деструктор может и массив, и объект, что угодно прилететь, и код одинаково выглядит. По названию переменной непонятно. Вот. Опять же, про структуры данных лучше почитать вот какие-то на Learn JavaScript структуры данных. А лучше посмотреть шире. Есть вот какие-то такие штуки на Education, на Википедии. Вот давайте подкроем. Абстрактные типы данных, стек, очередь, бла-бла-бла, ассоциативные деревья, очередь с приоритетом и так далее, да. То есть их не так много. То есть если вы по Википедии полазите, погуглите что-то связанное с программированием, но вы сразу найдете что-то очень полезное для себя и сразу станете еще лучше. Можно почитать книжку «Чистый код». Я ее читал, наверное, 20% прочитал. Есть много хороших идей, но в целом пишите код как junior, но упорядочивайте код как сеньор. Вот. Ну, чтобы порядок был. Не используйте много ифов и всякое такое, какие-то правила. Но они раньше работали хорошо, а сейчас, особенно в мире там JavaScript и функций, многое не подходит. Многое в этой книжке окажется лишним. Поэтому, как я уже говорил, книжки надо читать бегло. То есть айтишные всякие по программированию просто как справочник. Забежали, почитали то, что интересно, закрыли, ушли. Все. И на этом и у меня все. Я надеюсь, было интересно. Вот, я, возможно, ошалелым взглядом смотрел куда-то левее, правее. Но так получилось, что, ну, как бы камера вот она, а экран вот он. Да, я же тоже хочу видеть, что я рассказываю. Все, на этом все. Спасибо, ребята. Спасибо, что подключались. Вот, я надеюсь, про данные что-то новое узнали. Ставьте колокольчик, пишите лайки, ну, комментарии для поддержки канала. Можно просто плюс поставить, будет полезно. YouTube он такой. Никто не шевелится, ничего не делает на канале, значит канал мертвый. На этом все, пока, увидимся в следующем ролике, где мы поговорим про сервисы.